Приветствую всех на канале Amigurumi Life. И сегодня у меня обзор новых игрушечек. Это небольшие игрушки, брелочки, которые я связала за последнее время. Вот такая большая куча у меня их. Сейчас буду показывать все подробно. Ну и начнем с моих любимых котят Гаврюшек. Вот они, целая коробка у меня их. И сейчас я вам их покажу. Они получились немножко разные все, потому что пряжу я использовала остаточки, и каждый котенок у меня связан не из одного цвета, а из разной пряжи. Полосочки вставлены, здесь один цвет, здесь другой цвет, и, конечно, с беленьким. Это игрушечка очень популярная у нас. Она всегда хорошо продается. Получается такой котик симпатичный. Он может стоять или сидеть. И на нашем канале есть бесплатный мастер-класс на эту игрушку. Кто еще не вязал Гаврюшку, проходите по ссылке и вяжите. Значит, вот такой котик. Вот здесь получился чуть побольше, потому что вот эта пряжа чуть толще. Здесь я ему сделала на голове белым цветом. В общем, вязала так, как вот душа попросит. Меняла ниточки, чтобы он получился не однотонный. Вот здесь у меня вставочка тоже на туловище беленькая, чтобы они все были разные. И они получились очень интересные. Вот смотрите, вот эти игрушки я подтонировала глазки. Вот они. Немножечко подтонировала. А последние две, вот такая и вот такая, я решила глазки не тонировать. Я даже не знаю, как лучше. В принципе, и так, и так. Может быть, здесь тонированные глаза более выразительные получаются. Ну, а здесь игрушка более натуральная, то есть без всякой тонировки. Ну, в общем, решила вот этих котят оставить так, потому что покупатели разные, всем нравится разное, и посмотрю вообще, на что больше будут люди реагировать. Ну, в общем, вот такие котята. Проходите, вяжите, потому что котята действительно очень миленькие и хорошенькие. И вязала я их не из джинса, не из хлопковой пряжи, а из пряжи с мохером. Вот эта пряжа была, по-моему, акрил с мохером. Там еще какие-то, в общем, и одна ниточка у меня полушерстяная. То есть они получились вот такие чуть-чуть лохматенькие, и я их даже немножечко подначесала хвостик, начесала грудку и немножечко вот так щеточкой прошлась по всему тельцу, чтобы они были чуть-чуть пушистые. Я знаю, что не все любят покупатели пушистые игрушки, потому что когда берут маленьким детям, они хотят, чтобы они были из хлопка. Но вот именно Гаврюшка мне больше нравится из пушистой пряжи. Но это на мой взгляд. Возможно, они и из хлопковой пряжи будут смотреться неплохо. Но вот я их вяжу только из пушистой пряжи. Ну, это мое личное мнение. Попробуйте связать из другой. Как вам понравится, напишите в комментариях. Так, Гаврюшки на место. У меня их получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. И еще немножечко пряжи осталось, и я, наверное, их свяжу еще. Ярмарок у нас пока нет, но сейчас стали снимать потихонечку ограничения, и я надеюсь, что все-таки весной-летом мы сможем куда-то выйти с нашими игрушками. Поэтому пока сейчас есть время, вечера длинные, зимние, темные,
очень хорошее время для вязания. И как бы душа просит, хочется вязать, невозможно как. Не могу вечером сидеть без крючка. Итак, следующие игрушки. Эти игрушки у меня новые. Сейчас буду показывать. Нашла я эти брелочки, игрушечки на канале Юлии Кузнецовой. У нее есть там мастер-класс на эти игрушки. Вот такие зайки в платьицах. У нее там много вариантов по этой схеме, по одной схеме много разных игрушек. Вот такие зайки у меня получились. Мне они понравились. Зайчиков детки всегда любят. Зайки есть зайки. Они всеми любимые. Просто у Юлии Кузнецовой связано из тонкой пряжи, а я вязала из джинса. Они получились чуть-чуть побольше. Можете зайти на ее канал и посмотреть. Но хочу предупредить, что у нее немножечко нестандартно как бы мастер-класс подан. Мы привыкли вязать так, что убавка у нас это 2 петли вместе, она там пропускает просто петлю, поэтому немножечко, если вы еще только начинаете вязать, вам будет тяжело переделать схему на стандартный лад. Но, в принципе, разобраться можно. Вот такие девочки-зайки. Так, к ним один мальчик-зайка. Пока один. Я еще свяжу, но как бы я их вязала и немножечко от них подустала и решила повязать другие игрушки. Но к этой схемке я еще вернусь и сделаю другие. Так, но первое, на что я позавидовала на этом канале, это, конечно, вот этот зайка-морковка. Я, когда его увидела, все, я поняла, он мне обязательно нужен, просто вот прям невозможно как нужен. Вот такой зайка-морковка. Ой, какой же он смешной. Смотрите, у него тело морковки. Вот здесь наверху вот такая травка от морковки, ботва. И вот такой заяц. Ну, мне он очень, конечно, понравился. Ну и, естественно, я его связала несколько штук, столько, насколько у меня хватило пряжи. И получилось у меня вот таких 4 зайца морковки. Но это просто чума какая-то. В общем, это тоже на канале Юлии Кузнецовой. Можете перейти посмотреть. В общем, вот такие зайчики. Они мне очень-очень нравятся. Я, конечно, не знаю, как будут они продаваться, как на них будут реагировать, но мне они нравятся очень сильно. Вот такие зайцы. Просто сумасшедшие какие-то. Ну, схему я, конечно, немножечко, как всегда, переделала. То есть там отдельно пришивается голова. Я вывязала, вот где-то у меня один пришит был. Вот знаете, даже сейчас вот разницы совершенно нет, цельновязанные или пришитая голова. То есть визуально я вот даже сейчас не могу найти, где я пришивала. У одного пришитое, у остальных я вязала целиком голову и туловище. Конечно, пришлось переделать немножко схему, переписать, значит, туловище и от туловища голова. Одного я пробовала с головы вниз вязать, другого я пробовала снизу вверх вязать. И поняла, что когда мы вяжем снизу вверх, то мы можем ввязать по пути ноги и руки. То есть еще и не пришивать руки и ноги, а просто их ввязать. Тогда нужно вязать тело снизу и вверх. Ну, в общем, упростила я, как всегда, для себя, потому что не люблю пришивать. На это тратится очень много времени. И вот когда игрушка цельновязанная, она вяжется быстрее, проще и мне комфортней. Поэтому схему я, конечно, переписала для себя, но, в общем, она осталась по всем петлям, по рядам точно такая же, как в оригинале.
В общем, зайцы вот такие чумовые. И в конце хочу показать свои новые игрушечки. Это вот такие ежики. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Если вы смотрели видео «Вяжу из остатков», вы знаете, что у меня очень много травки разного цвета, и все, я ее не знаю, куда девать. Ежики у меня были вот такие круглые, неплохие, но как-то вот что-то они мне не очень нравятся. И вдруг я в интернете увидела вот такого ежика. Ну, не совсем такого, приблизительно такого, потому что он мне понравился, но мастер-класса я на него не нашла. Ну что ж, не нашла, так не нашла. Решила связать просто по картинке. Вот это прям первый вариант у меня. Здесь тельце отдельно вязалось и пришивалось. Ручки, ножки я тоже вязала по кругу и пришивала. Ушки отдельно. На картиночке был ежик вот такой ушастый с большими ушами. Там даже уши были еще больше. Я попробовала, мне не очень понравилось. Ушастый вот такой, вот желтенький, но тоже интересный. Я сделала ушки другие отдельно. Вот такие поменьше, пришила их. Получился вот такой ежик. Но очень трудоемкий в исполнении он получился. То есть времени на него уходит очень много. Вот эти мелкие детальки все пришивать. Ну и сами знаете, что из травки вязать непросто, очень медленно получается. Ну и опять начались мои эксперименты. И что я сделала в конце концов? Вот такой ежик. Значит, что с ним по-другому? Во-первых, вяжется голова и туловище вместе. Во-вторых, уши вывязываются сразу на месте. Лапки связала по-другому. Сейчас не буду объяснять как, но проще, чем вот эти. И я их тоже ввязала. То есть я их не пришивала. И вот шубка такая розовенькая. В общем, девочки, если вы хотите вот такого ежика на мастер-класс, давайте договоримся так. Если это видео наберет 100 лайков, то я сделаю мастер-класс вот на этого ежика. Сейчас у меня в процессе еще несколько таких. Вот здесь у меня коричневый, будет другая пряжа. В общем, я сейчас извязываю всю пряжу, которая у меня завалялась, то есть лежит и не знаю, что из нее вязать. Я ее решила пустить на котиков и ежиков. Навяжу маленьких игрушек, и все лето они у меня будут продаваться. И буду вязать потом из плюша. Вот такие у меня планы. В общем, насчет мастер-класса. Напишите, если хотите мастер-класс, ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, в каком формате вам больше нравятся мастер-классы, потому что на канале последние все мастер-классы наши в формате экспресс, то есть я там пишу схему и объясняю и показываю отдельные детали более подробно. Или вязать будем попетельно. Конечно, это сложнее снимать, и я думаю, для тех, кто уже вяжет, это даже и не нужно. Но все равно напишите свое мнение, как будем делать мастер-класс, и вообще хотите ли вы мастер-класс на вот таких милых ежиков. Но я думаю, что надо сделать, потому что это такая прелесть, я прям в них влюбилась просто-напросто. Итак, девочки, на этом сегодня все. Пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ваши лайки и комментарии помогают продвижению нашего канала. И чем больше нас будет, тем
чаще будут сниматься наши видео. На этом сегодня все. Подписывайтесь и до новых встреч!